Всем здравствуйте! Смотрю, все больше и больше появляется желающих освоить наш инструмент. И вот речь в этом видео пойдет о ноже Оксяке. Пришел мне комментарий под предыдущим видео с ссылкой на видео. Ну, на его видео, значит, по-моему, похоже. Ну, как я понял, что это автор. О чем он говорит, я не понимаю. Какими там словами меня упоминает. Но, посмотрев, как он пытается работать ножом, появляется ответственность за таких учеников. И вот хотел бы на эту тему немножко поговорить, показать, какие ошибки он там совершает. В общем, разобрать это видео. Жаль, конечно, что я не понимаю, о чем речь там. Может, кто переведет мне так вкратце, опишет, о чем он там рассказывает. Но вот некоторые моменты я хочу показать на его ошибки. Вот смотрел там, и на самом деле страшно становится. Ну, хотя все говорят, что страшно и на меня смотреть, как я работаю. Ну да, сам когда делаешь, мне вроде... Хотя бывает и страшно. Бывает и страшно. Только дуракам, говорит, не страшно-то. В общем, все, сейчас посмотрим. Вот речь о таком инструменте. Наверное, все со мной согласятся, что это самый опасный инструмент. Вот часто травмы случаются именно с ножом. Из-за ножа. Например, резаком, вот отрезанным резцом. Ну, палец может прищемить на подручник. Пришлепнет или болванка вылетит. Ну, чашку испортишь. Вот именно ножом чаще всего и происходят травмы. Порезы рук, пальцев. Особенно вот страдает левая рука. Как тут один мне товарищ сказал, что нерезанных токарей не бывает. Вот и я как-то был случай. Работая с ножом, я как-то его зарыскнуло, увело, и я вот этой пяткой прищемил мизинец и, срезал его, вот именно пяткой срезал вместе с костью. Ну, пришили, приросло, как говорится, отделался легким испугом. Вот. Хотя иногда и упоминаем в видео, что вот пальцы все целые. Значит, ничего страшного. Но бывает, что и на себе, говорит, не показывают. И вот, в общем, что я там увидел? С чего начать? В общем, наверное, сначала сейчас включу станок. Чего не то начну резать. Хотя, типа подобие чего-то там, что было в видео. А потом немножко объясню. Так. Я так, конечно, можно и так держать. Главное держать. Но я так привык. Поэтому и палец пострадал.
Так, ну ладно, в общем, без шума двигателя, да, объясню. Ну вот, а как там происходит дело? Работает почти самым кончиком, носиком. У него начинает, значит, зацеплять, дробит, блядь, того из рук вырвет. Это вот где-то, если подлезть надо, вот тут подровнять, аккуратненько, то да, можно и кончиком, потому как тут все-таки поуже и более маневренней получается. Ну а так вот сводить, вот старайтесь пяткой работать. Пятка и вот это место, то есть вот здесь вот. Вот. Начали с пятки, там можно свести. Но рабочая поверхность вот должна быть. Кончик — это самая опасная штука. Не дай бог его зацепит и вырвет. Если так режешь, пролетают по руке. Тут хана всему. Так зацепит эти пальцы, или если так держишь. Ну так вот, да, держит, может и обойдется. Ну вот еще раз повторюсь. На моем счету вот только мизинец. Тут знаю одного товарища, еще по кооперативу, когда работали. У него, значит, выбило. Наверное, так был, что ли. Пролетело по этой руке, расфигачил. Ну, как выбило, как полетело по рукам-то. А этой рукой пытался поймать или задержался, в общем. То ли поймал этой рукой, то ли, ну, совсем пролетело обе руки. В общем, обе руки расфигачил. Эх. Вот такая жуть. Жуть, конечно. Но когда неправильный инструмент держит, тоже страшно. А зацепляет его частенько. Особенно вот на таких формах, где надо сюда сводить и сюда сводить. И вот, говорю, только пятка работает. А иначе его зацепит. В лучшем случае это испортит изделие. Бывает намного печальней. Еще был там такой момент. Когда подрезает, держит нож вот так вот. Или вот показать, если отсюда. Если глубоко подрезать, есть вероятность, что его может вот так подцепить, вывернуть. И считай, руке пальцу хана. Уж если держать, то как не то вот так, чтобы она мимо руки вывертывалась. Наверное, я по этой причине и не подрезаю никогда ножом. Для этого есть отрезной резец. Недолго поменять. Как-то так. Это тоже ошибка. Так, что там я еще видел? Так, ну да, вот еще момент. Похоже, не очень-то и острый. Потому как видно, что пылит. Когда режет, пыль из-под ножа летит. Это значит, заточка не очень-то. А он, блин, ну вот как лезвие должен быть. Бриться можно. Чтоб был. Вот тогда он идет легко. Усилий на него никаких не надо прилагать. В общем, и держать проще. Не будет он выпрыгивать. Хотя по жесткому материалу все равно дробит. В общем, держать надо, чтобы ни в коем случае из рук не выбило. Пусть там болванка вылетит или нож сломается, но чтобы он у вас в руках оставался. Ну, как бы это повеселее рассказать, чтобы жути не нагнать. В общем, вот, прикладываем самый кончик
И начинаем. Чувствуете, что пошло? Можно спустить. Ну, даже не можно, а нужно, чтобы больно-то носик этот сам кончик, саму пятку не сильно тупить. Тут тоже металл снашивается, затупливается. Чем больше им работаешь, чем чаще это место приходится точить. Так вот в этих местах только пятка. Так. Вот что я хотел сказать. Держите крепче в руках. И в то же время, чтобы им можно было управлять. Или вот как сказать-то, вот режешь на мягком, попадается сучок. Он должен так и резать. Держите его, чтобы он не прыгал на сучке. А так на расслабоне вот одним пальчиком держать это. И когда особенно подручник далеко, это опасно. Ой, да вся работа, конечно, наша опасна, но вот хочется, чтобы было все без травм. Ну и про травмы, вот, которые со мной случались. Это вот от ножа, значит. И во время заточки. Чаще всего резался, вот когда затачиваю инструмент бруском. Шарк-шарк, потом пальцем шарк. И ходишь забинтованный. Ну, в общем, мужики, ребята, друзья. Инструмента не бойтесь, но будьте аккуратны. Давайте, пожалуйста, без последствий. В общем, до свидания. Будьте осторожны. Так, no. А вот это вот yes. Вот так вот yes. Вот такой у меня английский. То есть надо работать или вот тут, или тут. А это вот только подрезать. Или вот в этих местах, если тут не подлезть, то да. Все.